Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы будем собирать небольшую композицию вот в таком флорариуме. Изначально флорариум это была все-таки какая-то закрытая экосистема со своей температурой, со своей влажностью, со своим освещением. То есть создавались необходимые условия для какого-то конкретного растения. Сейчас флорариумы стали предметом интерьера, их стали делать различные формы, и закрытые, и полуоткрытые, в разной технике. То есть вот у меня есть вот такая пирамидка, вот такой флорариум побольше. Вот их можно ставить вот так, тогда отверстие будет уходить наверх. Можно развернуть на другую грань, и отверстие будет сбоку. Вот, смотря что задумываете. Также есть флорариумы из выдувного стекла. То есть вот такой шарик. Такая капелька. Это все подвесные. Ну, элементарно можно взять вот такой бокальчик, поставить туда растение, обсыпать его декоративным камнем. И так как вокруг растения пространство у нас закрыто, по сути, то тоже можно назвать флорариумом. Если изделие уже более открытое, то все-таки это уже будет не флорариум, а какая-то ваза. Перед использованием флорариум обязательно нужно помыть, протереть, чтобы не было никаких потеков, капель. Иначе, когда вы его соберете, потом это будет сделать очень тяжело. Тем более там, где уже будет лежать какой-то субстрат, подлазить туда и вытирать уже возможности не будет. Так как это стекло, то все эти потеки будут видны, особенно когда будет падать свет. Далее мы подготавливаем составляющие. Очень рекомендую максимально обработать и сами растения, которые будут во флорариуме, и грунт, в котором они будут находиться. Потому как если там что-то заведется, то придется это все вытаскивать, обрабатывать и заново собирать. Лучше это сделать заранее. Сегодня я буду использовать сосновую кору. Я сделала предварительную термообработку в духовке. Также мне понадобится мокс фагнум. Композиция у меня будет вот такая орхидея фаленопсис мини. И для декора у меня будет шишка и вот такой панцирь улитки. Орхидею и мох я обработала комплексным препаратом от вредителей. Основное я вроде бы все рассказала. Рекомендую работать в перчатках, чтобы на стекле не оставались отпечатки пальцев и не пришлось его потом оттирать. Сначала я добавляю мокс фагнум в кору. Немножко его измельчив. Много не надо. Вот мох я буду класть в основном на дно вместе с мелкой фракцией коры. Более крупные кусочки я так отложу в сторонку, они пойдут у меня наверх. И начинаю укладывать нижний слой коры. Далее беру орхидею. И помещаю ее вовнутрь, аккуратно расправив корни. Слишком глубоко во флорариум ее помещать не надо, так как желательно, чтобы цветонос выходил через отверстие наружу. Прежде чем полностью заполнять края, обязательно складываем кору в центр орхидеи, чтобы заполнить пространство между корнями. С помощью палочки распределяем кору так, как нам нравится. Осталось добавить элементы декора, шишка, и панцирь улитки. Вот такая композиция во флорариуме получилась. Вот такая простая, но очень милая, на мой взгляд, композиция. Я думаю, что и орхидеи такие условия придутся по вкусу. Можно слегка опрыскивать кору сверху, можно чуть-чуть наливать водички на дно флорариума. Она будет испаряться. И за счет того, что система такая полузакрытая, там будет сохраняться определенная влажность.
90-100% влажности там не будет, но выше, чем в нашей сухой квартире, это точно. Сегодня я использовала несложные компоненты. Конкретно вот таких флорариумов я в продаже не видела. Эти флорариумы я делала на заказ, но немного другие формы в продаже есть. Далее я использовала сосновую кору, которую можно легко купить в любом цветочном магазине. Орхидеи мини не часто, но в продаже тоже есть. Ну и декор — это чисто природный материал, который можно пособирать где-то на природе. Ссылку на пример такого флорариума я оставлю в описании. Такие флорариумы очень эффектно смотрятся и в качестве подарка, и можно их пособирать дома с детьми, им тоже очень нравится такое творчество. Если видео вам понравилось и было полезным, поддержите его пальчиком вверх. Ну а у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.